Нива Chevrolet 2013 года выпуска. Пробег 120 тысяч. Так же, как и на моей машине, прослабляем кардан, чтобы трансмиссия находилась вне напряжения. Беремся за передний левый привод и вверх-вниз его подергиваем. Кардан проворачиваем, держим напряжение, трансмиссия тоже у нас напряжение получается. Ну и соответственно подергиваем передний левый привод, также вверх-вниз. Ну, понятно, что мертво стоит. Вот. Расслабляем карданный вал, чтобы трансмиссия находилась вне напряжения. И начинаем подергивать левый привод. Далее, получается, прокручиваем карданный вал, удерживаем его в напряжении, трансмиссия у нас тоже в напряжении, и передний левый привод также дергаем вверх-вниз. Стуков нет. С правым приводом примерно такая же ситуация, но там стуки чуть потише. Показывать не буду. Так, сейчас покажу я, какой получается люфт в редукторе переднего моста на этой же Ниве. Вот, получается где-то тоже сантиметр, как и на моей. Но напомню, что у моей Нивы пробег почти 11 тысяч, на этой 120 тысяч. Тут тоже получается сантиметр общий люфт в редукторе. Теперь посмотрим, какой общий люфт на заднем мосту, также в редукторе на этой же Ниве. Вот так. Вот такой совсем небольшой. Измерял где-то миллиметров 6, даже меньше, чем у моей. Сейчас я покажу, что действительно Нива не моя. Вот. В принципе, и все.